Приветствую, с вами Антон Кузнецов, и это канал Видоврата. И сегодня у нас тема как найти единомышленников, близких людей, своих по духу людей, а особенно в зрелом возрасте. Тема сложная, можно сказать, больная, животрепещущая, но тем не менее давайте с ней разбираться. И как обычно напомню, что вы можете присылать свои вопросы для наших видеовыпусков. И эта тема основана на письме нашего зрителя и спонсора. Значит, он спросил так. Иметь единомышленников, соратников – это очень ценно, но чем старше возраст, тем сложнее. Поэтому как их найти? То есть как найти своих людей, близких по духу, близких по принципам уже в зрелом возрасте. И действительно эта тема требует осмысления, а тем более когда уже с возрастом труднее вступать в контакт, в общение, и уже не хватает гибкости и трудно взаимодействовать с людьми, тем более под них подстраиваться и с ними договариваться. Но главное, что не надо думать, что вот кому-то повезло, да, и вот теперь у него есть там лучший друг, или у него есть близкий товарищ, соратник. И вот эта вот близость по духу, родство душ, это не везение, не удача, это не потому, что мы сошлись характерами или у нас совпали мнения по какому-то вопросу, а скорее всего, если у человека есть, единомышленник, побратим, надежный товарищ, то это результат их совместного пути, совместного взаимодействия, отношений и общения, и у них были какие-то трудности, испытания, но они смогли это преодолеть. То есть они преодолели сложности, расхождения или что-то подобное. И я дам 4 рекомендации, как найти близких по духу людей, единомышленников, родственные души, и тем более уже в зрелом возрасте. Значит, есть то, что людей объединяет. И лучше, чтобы это было не что-то вторичное, относительное, социальное, информационное или общественное. Не хобби или что-то подобное. А лучше объединяться вокруг смысла и вокруг общего дела. То есть первый совет. Ищите людей, у которых подобный смысл. Смысл существования, смысл жизни, и которое есть дело, да, оно чем-то может быть подобным с вашим. Не обязательно такое же дело, такая же род деятельности или профессия, но у вас может быть при этом взаимодействие. То есть один выращивает, другой упаковывает, третий там делает маркетинг, четвертый продает. Но дело общее. Вот это вот единый смысл и общее дело – это ключевой совет. И при этом там не важны симпатии, антипатии, чувства, эмоции, они ненадежны. И даже немного неприятный человек, но у которого такой же смысл, в долговременной перспективе даст вам стабильные отношения и ощущение взаимодействия с единомышленником, хотя как человек, да, как личность, может быть, у него есть какие-то недостатки. Поэтому чем выше то, что вас объединяет, не зарабатывание денег, да, не информация, не хобби, не творчество, а общее дело и единый смысл, тем более стабильная и надежная есть перспектива у этого взаимодействия. И что тут важно, если у вас нет своего дела, своей миссии, вы не знаете свое предназначение, тогда уже сложность, его нужно найти. Обращайтесь ко мне или к мастерам нашей школы, чтобы вы нашли 3 типа своего предназначения. И тут условие – это не то, что мне приятно или нравится, то, что дает мне удовольствие. Оно, во-первых, вдохновляет меня и приносит реальную пользу и мне, и окружению. Не обязательно всему, может быть, небольшому, узкому, да, но кому-то оно приносит пользу и мне, и окружению, и меня вдохновляет. Далее, если у меня есть авторитет, тогда мне это поможет и правильно принимать решения, но и одновременно найти единомышленников. То есть, во-первых, можно и вообще объединяться вокруг авторитета, когда возникают, скажем, последователи одного наставника, да, ученики одного учителя, ученики одного мастера и так далее. Но даже если у меня с кем-то разные мастера, но если у него есть авторитет, у меня есть наставник, и
их принципы похожи, тогда мы можем быть единомышленниками, и таким образом нас уже будет двое, а потом вокруг нас, естественно, будет формироваться круг единомышленников, у которых общие ценности. То есть, если даже авторитеты, ну, скажем, там, мастера, наставники, учителя разные, но ценности у них единые или подобные, тогда это людей собирает в сообщество людей с одинаковыми ценностями, то есть единомышленников. Следующий совет, то есть, объединяйтесь в хорошем смысле этого слова, да, как вот пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вот, у пролетариев была своя идея, зачем объединяться, да, а у меня есть другая идея, зачем объединяться. И поэтому надо действовать не как один в поле воин, а коллективно. Вот, потому что в одиночку очень сложно противостоять целой системе, да, современным социальным установкам, да, общественным понятиям об этике и морали. И поэтому мне нужно искать среду, чтобы там были люди, достойные по моему субъективному ощущению. Вот у меня есть некоторая философия. Может быть религия, а может быть мировоззрение. Вот. И есть уже организации, в которых подобное мировоззрение. Например, если я родновер, то я буду искать там, академию родноверов, да, или общину родноверов, где родноверческая философия. Вот. И это может быть иногда религиозные структуры, иногда это может быть там родовые структуры. Вот. И тогда я проверяю, мои ценности с их ценностями совпадают, и тогда я к ним присоединяюсь, и некоторое время могу быть с ними. Если найду что-то еще более близкое, я могу перейти в другую, скажем, духовную школу или родовую структуру. Но быть одиночкой крайне опасно, потому что ощущение, что вот один такой ты странный, все не такие, все сошли с ума, и в одиночестве очень тяжело. Поэтому для начала присоединитесь хотя бы к чему-то, что наиболее близко вам. То есть лучшее из того, что есть в окружении. И они будут вас поддерживать, вы будете их поддерживать, вы станете более сильнее, увереннее, и тогда вы можете либо создать свою структуру и кого-то к себе пригласить, распространять свои ценности, скажем, там, учения, знания, философию, вот, или найти то, что вам ближе, чувствуя себя уже более сильным. При этом нужно быть искренним в своем поиске. То есть иногда я говорю одно, а думаю другое. Иногда я заявляю одну цель вовне, а у меня есть скрытые пожелания. Поэтому нужно быть чистым, искренним перед собой. Это понятие сатья на санскрите, ведической традиции. И искать сообщество, к которому я присоединюсь, честно, искренне заявляя им о своих потребностях, и при этом следить, чтобы они тоже были правдивыми, справедливыми и следовали истинным ценностям. Не хочется приводить никакие примеры, но, допустим, там под видом духовности люди продают источники информации, да, там книги, диски или что-то еще. А говорят, что наша цель – это развитие духовности. То есть, да, есть какие-то материальные отношения, там, оплата за участие, за посещение. Вот. Но нужно видеть, прежде всего, люди хотят заработать денег или стать знаменитыми, популярными, известными, там, получить просмотры, что там, комментарии, или все-таки это побочный эффект их движению к чему-то сущностному, настоящему. Не хочется говорить там божественному, абсолютному, стоящему, вечному, да, истинному. Вот. Когда дополнительно к этой чистоте, искренности, да, проверяйте это через свою осознанность. То есть не анализируйте интеллектом, а проверяйте через свой разум, можно сказать, оценивайте, и через свою осознанность. Потому что интеллект – это информация, это логика, анализ, синтез, это будха, граха, его легко запутать. А разум, рациональность – это мудрость, это гуру. Он гораздо реже ошибается. Если это настоящий разум и мудрость, они не ошибаются. И осознанность. Оно дает самое глубокое видение сути. А зачем это все? Ради чего это все? Какая в этом смысл? Какая это суть? Ориентируйтесь на осознание сути
и рационального, разумного понимания ценностей. И для этого нужно иметь опыт, где гуру внутри меня, да, как внутреннее пространство, и где сурья внутри меня, как мой дух, мое сознание, моя суть, мой атман, там, мой внутренний свет, да, мой глубокий опыт своего существования и бытия. Вот. Кроме того, мы иногда ищем того, что на самом деле нам не нужно. Ну, допустим, там человек не успешен в какой-то деятельности и говорит, что он там бессеребренник, его деньги не интересуют, но просто он в этом не успешен. Или кто-то говорит, что там противоположный пол, они все плохие, и поэтому я никогда не женюсь, не выйду замуж, не нужны отношения. Вот. Но просто человек не умеет строить отношения. Поэтому, вот, как говорят психологи, снимите свои маски и реально посмотрите, зачем вам нужны единомышленники. Может быть, просто таким образом вы пытаетесь сделать суррогат, то есть подмену, замену состояния неудовлетворения, несчастья, отсутствия отношений или неправильных отношений. Вот. И тогда на что нужно ориентироваться? А каков мой долг? Что я должна делать? Да? То есть ради чего я живу? И исходя из этого мне будет более понятно и как строить отношения, и с кем мне стоит объединяться. Как вот с единомышленниками или людьми, близкими по духу. И тут очень мешает как бы эгоизм, то есть свое ложное «я». Вот, это не означает, что нужно все отдавать, да, как вот там отдают деньги, квартиры в какие-то религиозные организации. Но с другой стороны, нельзя прийти и что-то просить, получить и заявлять о своих претензиях. Вот, поэтому это тонкая грань между иллюзорным самопожертвованием и реальным личным эгоизмом, она не всегда понятна. И поэтому вот если у вас нет авторитета, тогда трудно понять, какой реально круг моих друзей или моих близких. Вот. На что это похоже? Допустим, вот мне нужно утешение. И тогда я говорю, что мне не хватает там круга единомышленников. На самом деле просто мне хочется, чтобы меня кто-то утешил. И тогда ничего не получится. Или наоборот, вот у меня какое-то есть ощущение, что я достоин или достойна большего, меня никто не ценит. Вот я найду круг своих людей, они меня оценят и начнут меня, возносить, хвалить. Это тоже неправильный подход. Чем могут помочь единомышленники? То есть, товарищи, побратимы, соратники. Они, если у вас есть иллюзии, они нам это явно скажут. Если у вас есть недостатки, они вам об этом скажут, но не для того, чтобы вас принизить или над вами насмехаться, а чтобы вам помочь избавиться от своих недостатков. И это неприятно для личности, это болезненно для эго. Вот, поэтому когда вы найдете единомышленников, и они будут искренне с вами и честными, они будут вам указывать на ваши недостатки. А многие скажут, что-то вы какие-то неэмпатичные, я не вижу у вас духовности, а где же там добро и благо, да, не чувствую вибраций добра. Вот, поэтому, если вы идете близким людям, которые откровенные, прямые, честные, будьте готовы услышать о себе ту правду, которая, может быть, вам не понравится. Вот, и тут ключевое – это доверие. То есть, надо довериться Богу, да, надо довериться наставнику. Вот, если я вхожу в какую-то организацию, там есть структура, то если я уже выбрал ее, то нужно этому довериться. Это не означает, что нужно в ней быть пожизненно. Но без доверия я не смогу ни сблизиться, ни объединиться. Вот. Как женщина находит мужчину? Она доверяет, что он ответственный. Как человек находит наставника или учителя? Он доверяет ему. И как только ученик перестает доверять учителю, то отношения либо разрушаются, либо становятся неэффективными. Вот. Поэтому, если вы уже на что-то решились, то нужно этому доверять. Но это не означает, что нельзя этого прекратить и из этого выйти. Итак, давайте подытожим. Главное, что может объединить, это единый смысл, единые ценности или хотя бы похожие, или общее дело.
Второе. Оценивайте человека, с которым объединяется единомышленника, или коллектив, сообщество людей по опыту, они достойные или нет. И достойные не с точки зрения этики или морали, а с точки зрения вашего субъективного понимания достоинства. Следующее. Будьте чисты и честными и перед собой, зачем вы это делаете, и с тем человеком, с которым вы хотите объединиться, как вот близкие по духу люди, или с организацией. Искренне и честно им заявляйте, зачем это нужно и что можете вы им дать, чем им можете быть полезными. Вот. И не объединяйтесь, это четвертый итог, не ищите объединения единомышленников, близких людей, чтобы, допустим, искать жалости, утешения или наоборот, поощрения, хвальбы, комплиментов. То есть ищите тех людей, которые сами сильные и достойные и смогут вас сделать сильнее. Если у вас есть недостатки, которые вам помогут от них избавиться. Если у вас есть заблуждения, будьте готовы расстаться с иллюзиями. Вот. И на основании искренности, чистоты это получится наиболее эффективно. Вот. Ну и не подменяйте реальную духовность иллюзорной. Да? То есть многие так называемые духовные объединения, на самом деле, они имеют другие смыслы и другие цели. Осознавайте это и применяйте свой разум, свою мудрость. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. С вами был Антон Кузнецов, и это канал Ведоврата.